Всем привет! С вами Сад-Огород. Схема обрезки черной смородины. Многие обрезают черную смородину. Для тех, кто не очень разобрался, как это делать, я хочу показать вам схему обрезки куста смородины, который имеет возраст более 4 лет. Итак, рисуем. Значит, площадка, откуда произрастают все побеги, она примерно 300 миллиметров. Это основание куста. Побег однолетний вырастает до примерно 1,5 метров. Все зависит от урожайности почвы. Итак, мы рисуем. Вот у нас первый побег. Однолетний, самый мощный, скажем. Равномерно его смотрим с площадки произрастания куста, распределяем. Второй побег. Третий. Четвертый, может быть, чуть слабее. Итак, 4 побега у нас сделаны. Но еще желательно сделать запасной побег, который, возможно, сломается или будет нехорошо расположен. Поэтому мы добавляем еще один побег и делаем 5 побегов. То есть у нас на старом кусте мы выбираем самые лучшие однолетние побеги. Вот здесь вот делаем это весной. Выбрали. Вся поросль, которая у нас тут есть меньше или плохо расположена по кусту, мы ее удаляем. Важно, чтобы однолетние побеги выходили не от старого ствола ветки, а шли именно из земли. Обязательно, чтобы шли из грунта. Итак, мы выбрали 5 самых мощных, хорошо распределенных побега по периметру основания куста. Поросль порезали, а вот такие вот концы однолетних побегов, которые имеют неравномерность, кривизну в самом конце, их желательно отрезать. Итак, смотрим далее. Каждый взрослый куст, который имеет более 4 лет, должен иметь 3-4 хорошо расположенных ветки. Ветки, они примерно выглядят так. Вот эта ветка, была она однолетней. На будущий год из почек выросли побеги. Побеги обычно бывают большие. У двухлетней ветки это однолетние побеги. У них тоже, если приглядеться, концы бывают волнистые. Это работа тли, и она уходит в зиму вот в этих вот верхних концах ветки однолетней. Их тоже желательно отрезать. Таких веток должно быть 3-4. Итак, смотрим дальше. Трехлетние ветки тоже должны быть в кусте, значит, 3-4 штуки, хорошо расположенные в объеме куста. Итак, у нас однолетний, затем у него вырос на второй год однолетний побег. Этот стал у нас двухлетний и
примерно так выглядит трехлетняя ветка. Значит, ну, так, если лучше нарисовать, как-то вот так. Здесь прирост примерно меньше, чем у одно- и двухлетних веток, но он должен быть в районе не менее 20 сантиметров. То же самое мы делаем в весеннюю обрезку волнистой части побега, обрезаем обязательно. Он присутствует всегда, поскольку летом тля всегда бывает. Обрезаем. Это санитарная обрезка. Итак, у нас таких трехлетних веток должно быть тоже 3-4 штуки. Четырехлетние ветки. Если мы оставляем четырехлетнюю ветку, одну или две, при хороших условиях, при достаточно хорошем поливе и подкормке, то возможно оставить одну-две ветки четырехлетние в старом кусте. Но надо учесть, что если у нас однолетних побегов не будет хороших, это значит, что мы оставили лишние старые ветки. Если мы старые ветки будем все оставлять, многолетние, то прирост будет уменьшаться, и однолетний прирост будет настолько хилым, что его фактически не будет. Будет просто борода внизу куста. Поэтому ни в коем случае не оставлять очень много четырехлетних веток. А если прирост на этой ветке будет меньше 15-20 сантиметров, однолетний прирост, то желательно резать на кольцо. Пусть будет куст молодой всегда, и плоды будут крупные. А вот четырехлетняя ветка, у нее есть, значит, предпосылки к тому, что там будет накапливаться клещ почковый, ну и другие болезни. Итак, смотрим четырехлетний куст, ветку. Она примерно вот так выглядит. Итак, раз, два, три и четырехлетние приросты однолетки. Вот они. Здесь такая же ситуация. Вот этот однолетний прирост, он может быть поврежден тлей. Тоже обрезку сделать обязательно весной. Но при условии, если прирост у нас более 15-20 сантиметров. Если меньше, то режем на кольцо. Итак, куст у нас получается всегда молодым, независимо от того, сколько будет лет кусту. Я вот так прикидывал, куст растет до 20 лет и всегда молодой, если его своевременно подрезать. То есть идет круговорот замещения прироста. Спасибо за внимание.